Всем привет, друзья! Сегодня хочу показать вам вот такую вот замечательную посылочку от MiniArt. Целый сундук с горячими, свежайшими новинками. Ну и в первую очередь, конечно же, хочу выразить огромную благодарность компании за предоставленные образцы. Давайте скорее посмотрим, что здесь, и заодно обсудим, что и когда мы будем строить. Ну а обзоры на все эти новинки я постараюсь записать как можно скорее. Надеюсь, в этом месяце мы их уже все разберем. Вот таким вот образом здесь все плотно и компактно уложено. Часть моделей находится в своих коробках, ну а другие разложены в виде литников. И коробки для них предстоит еще собрать. Давайте я сейчас все это извлеку и расфасую, чтобы не шелестеть пакетами в кадре, и переставлю камеру на свое привычное место. Ну а потом мы разберем все новинки по порядку. Итак, расфасовал я все по коробочкам. И давайте рассмотрим в общих чертах эти новинки. У меня сейчас в руках комплект немецких дорожных знаков. И на сегодняшний день выпущено уже 4 подобных набора. Это 2 немецких, советский и американский. Все эти наборы отличаются не только разными указателями на своих языках, но и также сопутствующими аксессуарами. Сюда, например, входит вот такой вот забор, лавочка и лестница. Очень интересное дополнение, которое тоже здорово сможет украсить любую диораму. Ну а всевозможных знаков и обозначений здесь довольно много. Есть из чего выбрать. Это и названия городов, и всевозможные условные обозначения. Следующий набор – это советское пехотное вооружение и экипировка. Аналогичный набор выходил с немецким снаряжением, и мы его уже рассматривали на канале. И вот сейчас посмотрим на советский. Здесь также включено всевозможное стрелковое оружие, винтовки, пистолеты. Также добавлены гранаты, подсумки и личные вещи пехоты. Такие как саперная лопатка, бинокль, планшет, кружка, ложка и фляги. Особенность этих наборов в том, что здесь присутствуют фототравленные награды и знаки отличия. В наборе с немецкими аксессуарами тоже было что-то подобное. Таким образом можно очень здорово дополнить вашу фигурку. Кроме фототравленных знаков отличия, здесь также присутствуют фототравленные ремни. Для оружия отличное дополнение. Будет смотреться намного реалистичнее. Следующий набор – это сет с инструментами. Очень интересное решение было объединить все инструменты, которые выходили в тех или иных наборах, в один сет. Здесь присутствует инвентарь, который встречался среди строительных, гаражных, а также железнодорожных аксессуаров. Ну а теперь он собран в одном месте, и нет необходимости покупать набор с другими аксессуарами ради ручного инструмента. Мне очень понравилось решение с таким миксом, и я думаю, мы еще увидим подобные перекрестные наборы. Подробнее о том, что сюда входит и с какими наборами пересекается эта коробочка, поговорим уже в соответствующем обзоре. Следующий потрясающий набор аксессуаров – это гаражная мастерская. В этом году у MiniArt выходит очень много всевозможных гражданских аксессуаров и моделей. И вот этот набор – яркий пример таких новинок. Здесь, как видите, множество всевозможных инструментов, инвентарь и даже мебель. Ну а также в набор включены вот такие вот тематические плакаты. Кроме того, для всевозможных канистр и емкостей даны соответствующие декали. Так что можно создать очень яркую, живую гражданскую сцену. И, пожалуй, я попробую сделать, если не диораму, то, по крайней мере, мастерскую или гараж. Потихоньку будем отходить от одиноко стоящих на полке моделей к таким вот интересным сценам. Следующий набор – это 5-тонный немецкий кран. Тоже в своем роде набор аксессуаров для гаража. Кран этот на самом деле достаточно большой, под ним запросто помещается 34-ка. Ну и кроме главного героя этого набора, здесь также даны всевозможные аксессуары. Это баллоны, бочки, лестница и некоторые инструменты. В принципе, я думаю, что можно будет совместить этот кран с предыдущим набором и сделать таким образом большую мастерскую. Особенно хочу отметить, что в этот набор входит цепочка. Такое не часто встретишь среди моделей и аксессуаров,
и я уверен, такая деталь добавит зрелищности работе. Следующий набор. Снова гражданские аксессуары. И, пожалуй, это прямое логическое продолжение гаражной мастерской. У меня в руках немецкая заправка. Такое впечатление, что здесь вот рядом разместился тот самый гаражик. И я думаю, что-то подобное я воплощу у себя на полке. А вот здесь, кстати, за этой дверью можно сделать и офис. Набор с офисной мебелью выходил у Миниарт ранее. В этом наборе, так же как и в гараже, дано несколько интересных аксессуаров. Ну а для всевозможных емкостей и канистр также предоставлены яркие декали. И в этот набор, так же как и в набор с гаражом, включены плакаты. Вот они. Прекрасные тематические колоритные постеры. Дано два варианта окраса для бензоколонки. И вот, кстати, посмотрите, насколько здорово она детализирована. Проработан насос и все необходимые элементы. И еще хочу показать вам каталог этого года. Посмотрите, анонсированная новинка – это работники СТО и автомойки. Теперь-то понятно, рядом с какими аксессуарами они будут смотреться просто идеально. Очень жду эти фигурки, и я думаю, на канале масштабная гражданская сцена уже не за горами. Переходим к моделям, и первая модель из серии воздушной техники. Это вот такой вот интересный британский автожир. Автожир – довольно забавное слово для русского уха, но на самом деле оно произошло из греческого языка. Так называют аппараты, которые имеют движущий винт, как у самолета, и в то же время свободно вращающийся винт верхней части, уже как у вертолета. Здесь присутствует принципиальное отличие от вертолета. Этот винт не имеет привода, и вращается он благодаря потоку набегающего воздуха. То есть зависать в воздухе и вертикально взлетать такой аппарат не может. Винт всего лишь поддерживает его в полете. Это вполне реальная модель, которая использовалась в военных и гражданских целях. У Миниарт скоро выходит уже третье издание этого автожира. Ждем гражданский вариант. Ну а в данном случае у меня аппарат с немецкими опознавательными знаками. Также чуть ранее у Миниарт выходила эта модель в военном исполнении и с другими декалями. Аппарат на первый взгляд кажется не слишком большим и не слишком сложным, но, конечно, во время сборки уже будет понятнее. Двигатель, кстати, в отличие от Колибри, получил больше детализации. Например, появилось фототравление. Также вот хочу добавить, что аппарат можно исполнить в двух вариантах – с развернутыми и сложными лопастями. Как по мне, такой транспортный вариант смотрится более интересно. Следующая интереснейшая гражданская новинка – это вот такой вот пивной грузовичок на базе Mercedes Type 170V. Строго говоря, это не абсолютно новая модель, а доработанный легковой автомобиль, который выпускался у Миниарт ранее. Тем не менее, такая доработка полностью преображает саму машину и дает множество новых идей для работы. Поскольку это пивной грузовичок, в комплект входят также ящики с пивом. В наборе нам представлено три варианта расцветки. Вот такой вот с обложки и два других. Вполне возможно, такие грузовички будут выходить и на другую тему. Так что посмотрим за развитием серии. Меня гражданская тема особенно привлекает, и подобные новинки очень радуют. Кстати, вот хочу напомнить, у Миниарт также выходило переиздание грузового автомобиля Mercedes, и среди прочих вариантов расцветки было также пиво. Пивоварни, правда, не совпадают с новинкой, но тем не менее такую пару тоже можно сделать. Думаю, есть варианты, как это обыграть. Еще один летательный аппарат, на этот раз серия «Что если?». Это вот такой вот фантастический реактивный самолет. Это уже второе издание модели под названием «Ночной охотник». Отличается от предыдущего декалями и вот такими вот антеннами на носу. Аппарат этот, конечно, очень необычный, и я думаю, смотреться среди других моделей будет очень зрелищно. Исполнить его можно
как в полете, так и вот в таком вот виде на шасси. Модель, кстати, получается еще и довольно крупной, так что внимание точно привлечет. Интересно будет попробовать собрать такой необычный аппарат. Как я и говорил ранее, обзоры на эти модели буду стараться выпустить как можно скорее, и надеюсь, они выйдут уже в течение месяца. Если у вас есть какие-то конкретные пожелания по тому или иному набору, то пишите в комментарии, и я сделаю обзор на него раньше других. Следующая модель, продолжение железнодорожной темы от Mini-Art, на этот раз это вагон-теплушка. Такой вот комфортный, насколько это возможно, вагон для перевозки личного состава. В основном здесь делается акцент на возвращение советских солдат домой. Вот как раз на бокс-арте характерные надписи и плакаты нам об этом и говорят. Надписей, конечно, в наборе гораздо больше, так же как и вариантов раскраски. Вот посмотрите, целый ряд советских плакатов и также некоторые другие растяжки. Также в наборе присутствует вариант санитарного вагона. Как видите, огромные кресты даны на декалях. Вот он, этот вариант здесь исполнен. Так что, как видите, есть из чего выбрать. Здесь даны теплушки также и военных лет. Ну а по большому счету, это модель крытого товарного вагона. Здесь только добавлены некоторые детали. И в отличие от того товарного вагона, здесь, насколько я понял, дана русская железнодорожная колея. Но подробно, конечно же, мы все это уже рассмотрим в соответствующем обзоре. Переходим к самым крупным моделям, и первая из них это Grand МК-1. Интересный зрелищный британский танк, и эта модель исполнена с интерьером, так что проект обещает быть особенно любопытным. Mini-Art, кстати, по сравнению с танками Т-54 и Т-55 немного изменил политику в отношении интерьерных и безинтерьерных версий. Танки Grand и Ли выходят только в каком-либо одном издании. То есть, если эта модель вышла в интерьере, то без интерьера ее, соответственно, не будет. Ну а те танки, которые выходят без интерьера, такими уже и останутся. В этом наборе, кстати, есть еще одно интересное дополнение. Это комплект скаток и сумок. Такой комплект выходит у Mini-Art отдельным набором аксессуаров. Здесь очень здорово, что он уже включен. Также эту машину можно дополнить всевозможными фигурками британских солдат. Очень интересно будет собрать эту модель. Танк получается совершенно не похожим на какую-либо другую бронетехнику. Такой вот огромный, брутальный. А вот эти вот двери в бортах делают его особенно необычным. Ну и, кстати, сквозь них будет отлично виден интерьер. Хотя, наверное, съемные панели я все же постараюсь сделать. И, наконец, самая интересная и, пожалуй, самая внезапная новинка этого года – это советский трамвай. Mini-Art, как всегда, умеет удивить, и я уже привык к тому, что каталог – это далеко не самый полный перечень новинок. Потрясающий советский трамвай пришел в пару немецкому. Немецкий, как вы знаете, я собирал на канале, и мне эта модель очень понравилась. Более того, благодаря ей оказалось, что собирать железнодорожный транспорт очень увлекательно. Даже не думал, что меня трамваи так привлекут. Так что теперь с удовольствием соберем и эту модель. Я думаю, даже попробуем начать ее в этом году. Посмотрим, конечно, как будут идти дела с долгостроями. Но я надеюсь, удастся и для этого трамвайчика выкроить время. Поскольку трамвай это советский, здесь все варианты расцветок родные и знакомые. Дан здесь целый ряд украинских городов, а также российские. Сама модель трамвая, на мой взгляд, стала более проработанной и интересной. Но это и не удивительно. Времени с выхода немецкого трамвая прошло много, а компания развивается, совершенствуется, и новые модели выходят все более и более проработанными. Ну, конечно, все эти нюансы мы еще рассмотрим в соответствующем обзоре. А сейчас просто в общих чертах хочу показать вам этот замечательный набор. В комплект, кстати, здесь входит также участок мостовой и столбы. Так что трамвай будет где разместить и не придется отдельно покупать такую подставку.
Ну что ж, друзья, и на этой прекрасной яркой модели я заканчиваю такой беглый обзор новинок MiniArt. Модели, как видите, интереснейшие, и будет очень любопытно посмотреть на них поближе, ну и, конечно же, очень хочется уже пособирать. Но у меня на этот год большие планы по завершению хвостов. Тем не менее, я все-таки надеюсь как минимум на трамвайчик найти время. Уж очень мне он понравился. А обзоры на все эти модели, как я и сказал, выйдут в ближайшее время. Постараюсь не затягивать и показать их поскорее, пока эти новинки все еще горячие. Ну и на этом я с вами прощаюсь, и еще раз хочу поблагодарить MiniArt за шикарнейшие предоставленные образцы. Не забудьте поставить лайк этому видео, если ролик был вам интересен, и подписывайтесь обязательно на канал. Как видите, впереди у нас очень много интересного. Также не забывайте заглядывать на вкладку сообщества YouTube и подписывайтесь на меня в Instagram и Facebook. Все ссылки находятся в описании под видео. Ну а на сегодня будем заканчивать. Всем пока и до новых встреч!